Для этого вкусного рецепта я беру один кабачок. Он весит 250 граммов. Кабачок потру на крупной терке. Затем я беру одну крупную картофелину весом 250 граммов. Картошку я также тру на крупной терке. Картошку добавляю к кабачкам и перемешиваю. Затем 3 яйца разбиваю в миску. К яйцам добавляю 1 чашку молока. И хорошо взбиваю венчиком, чтобы масса стала однородной. Затем я добавлю 1 чашку муки. Чашка такая же, как и для молока. Кто будет взвешивать, это 130 граммов муки. Вместе с мукой кладу 1 чайную ложку разрыхлителя и просею их через сито. А теперь хорошо перемешаю эти ингредиенты. Мука очень просто расходится до однородности в яйцах с молоком. Дальше я добавляю в это тесто 2 столовых ложки растительного масла. И также добавляю соль с учетом всех ингредиентов. У меня это пол чайной ложки соли. И снова перемешаем наше шелковистое тесто. Получившееся тесто я выливаю в овощи. И, конечно же, опять перемешаю. У нас получается нейтральное и нежное по вкусу тесто. Я хочу придать ему яркие вкусовые акценты за счет мелко порезанного зеленого лука и ароматного укропа. Также можно добавить приправы по вашему желанию. Напишите в комментариях, какие приправы в это тесто добавили бы вы. Вот теперь аромат у нашего теста очень аппетитный и при этом интенсивный. Сковороду разогреваю на среднем огне или немножко меньше среднего. Немного смазываю растительным маслом. Выкладываю тесто на сковороду в виде блина и распределяю. Когда наш ароматный блинчик зарумянился с одной стороны, переворачиваем на другую. Такие блины готовятся очень быстро, просто, легко отстают от сковороды и не прилипают к ней. Получаются они вот такие красивые и вкусные. Эти блины можно сделать более поджаристыми, менее поджаристыми, как вам больше нравится. Готовьте с удовольствием, если это блюдо показалось вам интересным. И пишите ваше мнение в комментариях.
А я желаю вам здоровья, радости и мирного неба. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующем вкусном видео. Для этого рецепта я возьму один кабачок. Он весит 400 граммов. А затем потру его на крупной терке. Кабачки посолю половиной чайной ложки соли. Перемешаю. И просто оставлю на 5 минут. Через 5 минут отжимаю влагу из кабачков. Отжатый кабачковый сок я рекомендую не сливать в раковину, а использовать для других блюд, так как он очень полезен. Одну морковь среднего размера потру на средней или на мелкой терке. Морковь отправляю к кабачкам. К потертым овощам добавляю 2 яйца. Следующий ингредиент – 4 столовых ложки манной крупы. Все продукты хорошо перемешиваю до однородного состояния. Затем в эту массу я добавлю 2 зубочка чеснока. Пропускаю его через пресс. Или можно его просто мелко порезать. Также добавлю щепотку черного молотого перца и 200 граммов однородного творога. Снова перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Еще один ингредиент – небольшой кусочек сыра, 80 граммов. Я его потру на мелкой терке. И опять перемешиваем. Это ароматное и нежное кабачковое тесто. Дальше я беру это тесто и формирую из него котлеты. И выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Кабачковые котлеты я отправляю запекаться в разогретую духовку до 200 градусов Цельсия или 392 градусов Фаренгейта. Посмотрите, какая красота у нас получилась через 20 минут. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от вашей духовки. Пахнет, очень аппетитно и получается, очень вкусно. Я рекомендую вам попробовать это блюдо по простому рецепту из кабачков. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо за то, что ставите лайк. Спасибо за все ваши комментарии. Я желаю вам здоровья, радости и удачи. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.